Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, коридор затмений. Солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28 октября. Вот этот самый коридор. Как изменится моя жизнь или какие события жизни будут наиболее актуальны, может быть, сферы жизни, пока еще не знаю. Но вот давайте мы выстроим такую логическую цепочку, попробуем между солнечным затмением и где-то солнечное затмение. Это то, что мы бы хотели осуществить. Все-таки есть побудительная сила, есть какой-то прогресс, что мы намереваемся осуществить. Но так складываются события планетарно, что начинаем мы как будто бы с нашего будущего. Но следующим идет лунное затмение и какая-то история нашей жизни. Может быть, вернет нас в прошлое для того, чтобы пойти вперед, дальше. Что-то о себе может напомнить. Вселенная учит жить нас по своим правилам. Самое главное, наверное, мы не должны бояться своих желаний. Также этот период может быть ощутим намного раньше. Какие-то вопросы, может быть, словно накапливаясь, подводили нас к какому-то итогу. В нашем представлении либо об отношениях, либо вопрос финансов. И как быть дальше? Работать над улучшением отношений, мы можем так думать, или признать, что кризис какой-то – это уже финальная точка. И каждый будет решать сам. Я должна сказать, что мы от сомнений каких-то, мои дорогие тельцы, все равно не избавимся. Тем более вы. В вашем знаке как раз Юпитер в ретро-движении и Уран в ретро-движении до конца 2023 года. Наверное, позволит совершиться или развиться ситуации до какой-то определенной точки. Все должно быть, знаете, как пройдено поэтапно. И если мы где-то поспешим, скажем кому-то, допустим, «да», или примем какие-то изменения – то в последующем нас это не избавит от каких-то сомнений, потому что как минимум до конца года мы будем словно переосмыслять что-то. Или какая-то история нас будет все равно возвращать в прошлое, к чему-то. Вот, видимо, пройти спокойно где-то этот период нам будет важно. Потом в последующем все определится. Может быть, я не могу сказать, что само, но, может быть, будут более какие-то отчетливые ориентиры. Или ситуация разовьется до какой-то определенной точки, стадии, когда для нас ответ или какое-то решение важное будет очевидно. Поэтому в целом, я бы сказала, не спешим. Вот давайте мы посмотрим. У меня уже готова колода карт. И мы достанем, если мы говорим про узел прошлого и будущего, или точнее наоборот. Солнечное затмение у нас идет первым, и мы достанем одну карту. Энергия будущего, как она будет проигрываться. Или солнечное затмение. Лунное затмение 28 октября и назад. Что нас, какое событие словно будет возвращать назад. И давайте мы положим между словно чаши весов важное событие или что у нас будет в центре внимания, может быть, между этими затмениями. Каковы могут быть неожиданности? Давайте мы достанем вот такую карту. Что у нас будет происходить по отношениям и что по финансам? Что будет помогать? И совет от карт. Что дальше, как карты видят? Итак, если мы говорим про ось какую-то, да, солнечное затмение, что это может быть? Каковы энергии? Энергии будущего, мои дорогие. Вот такие у вас шикарные энергии. Тельцы, карта Солнца, само по себе солнечное затмение, так и вопросы вашей ресурсности, исполнения желаний, радости. Когда вы понимаете, что осуществляется какой-то проект, или я словно выруливаю на обгон, я чувствую, что действительно у меня будет тот период, которого я, может быть, долго ждала.
или ждал. У меня не получалось, может быть, но благодаря моей настойчивости я таки дожидаюсь вот этого благополучного, планетарного в том числе периода, когда мы уверены в себе. Но ведь знаете, ведь это карта эго в первую очередь. И у вас это, видите, как активно проигрывается. Какая-то диалоговая форма, может быть, как раз вы со своим человеком, если были прежде какие-то периоды недопонимания, вы сумеете договориться. Или отношения могут проиграться не только в личной жизни, это может быть план рабочий какой-то или план вашего бизнеса, построение карьеры. Если раньше нам не удалось достичь какого-то взаимопонимания, здесь вполне вероятно мы с кем-то договариваемся, хотя это не для всех проиграется, но такое может быть. В целом же вами будет двигать именно ваше желание достичь того уровня, к которому я иду. И полное ощущение того, что да, действительно у меня сейчас все получится. Безусловно, это наша уверенность в себе. Но все же мы будем говорить, что в весах будет наиболее важна диалоговая форма или дипломатия. Поэтому, чтобы нам где-то импульсивность не помешала, вот кому-то резко ответить да или нет, или какой-то вердикт вынести, а по солнцу мы такое можем. Хорошо, что ж тогда в лунное затмение? Но у вас, я должна сказать, мои дорогие тельцы, у вас как будто баланс. У вас правда баланс, посмотрите, выпадает карта солнца, и на лунное затмение вам выпадает карта победителя. Да, эта карта говорит о том, что телец, не расслабляйся, ты должен удерживать все эти позиции, которые ты уже достиг нелегким трудом или приложил уже к чему-то усилия. По этой карте может быть популярность, слава, решение каких-то значимо важных вопросов в вашей жизни. Разобраться с чем-то окончательно вы можете. Одержать победу. Вот, наверное, какую вы победу себе задумаете, то вы и получите. У вас период затмений, по крайней мере, по картам, посмотрите, как для вас они ложатся. Это период самореализации. Или вы будете точно знать, какая моя стратегия сработает, а какая нет. Скорее всего, вы будете знать, с кем мне, может быть, не стоит продолжать отношения, а с кем все-таки нужно повременить с какими-то громкими заявлениями. Вот давайте откроем карту между, как бы затмениями, да, я положила. И это важное событие или что в центре внимания между лунным и солнечным затмением. А семерка мечей, карта хитрости, карта манипуляции, что кто-то может нами манипулировать или, может быть, не буквально, есть какая-то хитрость со стороны людей, может быть и так. Тем не менее, важное событие, мы можем увидеть подобные хитрики какие-то. И по семерке мечей, если мы не будем сами где-то более изворотливы, гибки к той или иной ситуации, если мы захотим увидеть словно мир как шахматная доска. Есть темное и светлое, а нам говорят, а есть полутона. И от того, как вы, тельцы, провзаимодействуете с этими полутонами, вы получите какой-то баланс. Значит, это будет важно. Больше где-то позиций, когда мы можем поступить как-то не так, как прежде, или мы можем видеть отчетливо, что есть по факту, и понимать, к чему мы идем. У вас, видимо, где-то между тем, что я хочу осуществить, и реальностью какой-то, когда вы осуществляете, есть вот этот промежуточный элемент, когда придется договариваться или где-то дать заднюю, обойти, может быть, какие-то препоны, препятствия, договориться с людьми. Хотя будет хотеться, может быть, этим людям не договариваться с ними, а сказать что-то совершенно противоположное. Но нам где-то помогает, если мы говорим важное событие или что в центре внимания. Мы понимаем, люди нами манипулируют, или мы ими манипулируем, ну или мы где-то себя ставим в такую зависимость, и поэтому нет, лучше я что-то предусмотрю или каким-то образом буду теперь гибче, свою стратегию, может быть, тоже, как будто есть для вас принцип, одним словом, мои дорогие тельцы, не навреди себе, будь хитрей, будь изворотливей. Все, вот конкретно. Давайте мы посмотрим неожиданности этого периода. Это не совсем неожиданности, хотя для кого-то будет тема, которая вам интересна. Это карта прогресса, это карта изучения или ученичества. Это к вам могут обращаться. И кто-то из вас, может быть, буквально какие-то курсы. Если вы эксперт или профессионал в каком-то деле, вы можете задумать
в какой угодно форме. Может быть, в онлайн-варианте или непосредственно будете кого-то обучать, может быть, вы преподаватель. Но есть такой вариант, что либо мы кого-то обучаем, либо где-то и нас жизнь учит. Но помимо всего прочего, или, наверное, основное событие, нам захочется так или иначе обрести новые знания. Как будто мы понимаем, новые знания нам дадут новые способы заработка. В конечном итоге это каким-то образом отложится на нашей карьере, и в последующем есть прогресс получить новую должность, увеличение оклада или в бизнесе какие-то другие высоты, или, может быть, расширить свое каким-то образом ремесло, или сферы своего влияния, или если вы эксперт по каким-то конкретным вопросам, значит, вы можете, допустим, работали вы с одной организацией, а тут вы можете расширять сферу своего влияния. Но самое главное, мы работаем на увеличение как и собственного достатка, так и собственных знаний, собственных позиций. Одним словом, мы идем вперед. Причем делаем мы это уверенно, надежно. И я не могу сказать, что это неожиданность сама по себе. Разве что вам вдруг предложат. Или вам самим захочется изучать что-то новое. Тут такая неожиданность, которая только в плюс. Что у нас по отношениям? Ну, есть приятные эмоции, вообще это карта музы, карта вдохновения, будет что-то вас радовать. Но вы очень материальны будете, мои дорогие тельцы. Не случайно две карты. Или не столько, может быть, материальной, сколько есть и конкретика. То есть чувства чувствами, эмоции эмоциями, но есть еще и составляющая. Или не обязательно это какой-то жесткий материализм. Это может быть как раз ситуация, когда вы будете подводить параллели. То, что мне было сказано, или как мне это подавалось, как это было пропущено через эмоции, правда, в отношениях, и что же было по факту. Почему я про факты? Потому что рядом с картой музы, с нашей принцессой кубков, стоит кубок, а из него выглядывает рыбья голова. Поэтому хотим мы или нет, как будто даже в вопросах отношений мы будем их словно считывать через какую-то надежность. Насколько человек готов вкладываться в эти отношения? Насколько человек или я сам, я сама, насколько мы, может быть, подходим друг к другу в плане щедрости, например. И если я человек щедрый, я такого же отношения жду к себе. И если вот это понимание, оно может прийти, правда, оно где-то приходит через эмоции, может быть, какие-то были отрицательные эмоции, может быть, было какое-то разочарование. Но здесь как будто у вас отстраивается какая-то ситуация. Все же карта музы говорит, конечно, для кого-то это может говорить и в каком-то вдохновении, но мы ведь смотрим на отношения. Поэтому какая-то история ваша, может быть, личная, она нейтрализуется, даже если были какие-то шероховатости. Но вот осадочек, он остается. Вы будете где-то проводить аналогию, а не обманывают ли меня. Или насколько, вот как я сказала, будет щедрый человек, если я человек щедрый. Насколько эквивалент наших отношений не подразумевает какую-то хитрость. Или если это подозревается, или меня где-то используют. Вполне вероятно, что тут вы, ну, где-то вы готовы будете, ну, может быть, отступить полшага назад, но сказать, что вы однозначно кому-то поверите, точно нет. Вот что-то такое, мои дорогие тельцы, у вас вы просто можете, знаете, поставить не совсем, может быть, на паузу или какие-то отношения не рушить, а перевести в какую-то дружбу или в какое-то вдохновение, может быть, вам для какого-то процесса это тоже приносит прибыль, может быть, или приносит ну, что-то полезное. Вот в пользу какую-то вы будете переводить даже отношения. Давайте мы узнаем, а что у вас по финансам? Вот эти затмения, коридор затмений, туз кубков, вот пусть бы наоборот, правда? А нет, вот именно так. Как ни странно, финансы вас будут радовать. Вы знаете, у вас какой-то ваш именно проект, мои дорогие тельцы, не случайно карта Солнца. Он как будто будет очень перспективный. Или что-то у вас получается для себя, видимо, сделать со знаком плюс, увидеть свои возможности,
увидеть новые варианты, может быть, сотрудничества или успех в каком-то деле, может быть, получение должности, реализация какого-то проекта. Реализация в первую очередь вас самих к победе какой-то. И пусть нам выпадает туз кубков, казалось бы, эмоции, но значит, это мы спросили про финансы. Вы видите, что финансы, у меня сейчас стабильная финансовая ситуация, и она у меня как будто идет в рост. Одним словом, меня радуют мои финансы, и это само по себе благо. Что будет помогать? Да вам подвластно все, посмотрите. Да, действительно, где-то придется манипулировать. Вы просто придете к этому выводу, может быть, вам и не свойственны такие черты характера, да, но вы придете к выводу, что нет, мне надо где-то в избежание каких-то непредсказуемых ситуаций или чтобы не быть обманутому или обманутой. Мне надо поменьше где-то говорить и, ну, людей через какую-то словно призму оптическую пропускать, кому я могу верить. Может быть, позволить человеку сначала проявиться по полной, а потом уже делать какие-то выводы. И если вы, я могу сказать, кого-то из людей вот в такой двойственности заподозрите, вы вряд ли от него откажетесь, от этого человека. Но вы его, мои дорогие тельцы, будете использовать для какого-то дела. Потому что карта великого манипулятора – алхимик. И нет ничего, чтобы для вас было невозможным. И ведь это период, это не просто затмение для вас, мои дорогие тельцы. Это какой-то период на последующие. Как минимум год, 24-й. Там много будет конфигураций, которые в вашу пользу. Ну и где-то, наверное, до конца 2023 вы очень реально и правильно видите какую-то конкретику жизни, конкретику дня. Вы не хотите одевать ни розовых очков, но и не хотите где-то неправильными эмоциями разрушать то, что было построено до этого. Ну, очень практичный взгляд на жизнь. Давайте мы узнаем, что же или каков совет от карт, что дальше. И по десятке кубков это карта полного баланса. Вы правильно видите обстановку, вы правильно оцениваете ситуацию. И значит, совет от карт, мы все сохраняем, и если мы захотим, мы, значит, каким-то образом будем корректировать ту ситуацию, чтобы для нас была вот эта десятка кубков. И это будет правильно, мои дорогие. Все то, что нам не мешает, все, что нам где-то не препятствует, а каким-то образом может быть полезно, может быть нам, нашей семье, нашему продвижению, нашей победе, нашим приятным эмоциям, нашему здоровью, нашему вдохновению и нашим планам, нашей учебе. Вот это все для вас со знаком плюс, и это все стоит удерживать. Вот так, по крайней мере, совет звучит от карт. Прекрасный период для вас, мои дорогие тельцы, чтобы как и самореализоваться, так и на будущее что-то для себя сделать со знаком плюс, причем таким грандиозным, победой. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.